Сегодня мы разберем 352 главу манги Черного Клевера, где Рюда наконец-то показал силу своего глаза Тенгенцу в действии. И это прям что-то нечто. После увиденного теперь неудивительно, что именно его избрали сёгуном страны Солнца. Так что без лишних слов перейдем к разбору главы. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 352 глава манги Черного Клевера. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Прежде чем начать контрнаступление против гигантского монстра, Рю обращается к Асте, говоря, чтобы он приберег остатки своей силы для того, чтобы совершить финальную атаку. Сейчас задача главного героя была в том, чтобы выждать нужный момент, пока Сёгун и Драконья Семерка подготовят для него противника, который мог регенерировать абсолютно все повреждения, несмотря на их степень тяжести. Но и для того, чтобы победить такого врага, Рю решается впервые при нас продемонстрировать силу своего глаза в действии. И вы просто посмотрите, как же это охрененно выглядит. Но ведь его глаза, в свою очередь, вызвал огромный срач в интернете, в особенности от недальновидных фанатов Наруто, которые просто начали твердить, что Табата нагло скопипастил все с манги Кишимото. И именно поэтому я решил сделать небольшую пояснительную бригаду для того, чтобы хотя бы мои зрители могли прояснить тем людям, кто также будет необоснованно говорить об этой или похожей ситуации. Изначальная претензия была в том, что глаз Рю Тенгенцу стали называть украденным шаринганом из Наруто, но вот эти Томоя в глазах Учих являются ничем иным как магатамами, символами, которые тесно связаны с японской мифологией. То есть это никак не является разработкой Кишимото. Человек просто интегрировал элементы из мифов своей собственной страны, которым больше 3000 лет, и встречаются они буквально везде и повсюду. Но вот почему-то фанаты Наруто, не все, но их приличное количество приписывают это как собственность Кишимото, хотя это далеко не так. Весь этот сыр-бор образовался в комьюнити за пределами Японии, так как такие символы они видели только в своих любимых тайтлах, но вот в самой Японии такого не случилось, так как магатамы там сильно распространены и многие знают о них. На шаринган Тенгенцу совершенно не похож, да и выглядит он ну прям круче, чем просто шаринган, в котором Томоя цельная. А вот в случае Клевера автор придержался изначального дизайна магатам, то есть в них есть отверстия. Я понимаю, есть стёбы и кто-то просто прикалывается, но есть те, которые прям яростно утверждают о том, что это копипаста и Табата сам ничего придумать не может. Хотя если бы эти анимешники хоть немного ознакомились с мифологией страны, тайтлы которых они любят читать и смотреть, такого бы срача вообще бы не было. Отлично эту ситуацию описал этот твит. Цитирую. Случайный мангака использует свободный мифологический элемент своей культуры для воплощения в свою работу, и зрители такие: вау, круто. Но когда Табата также использует свободный мифологический элемент своей культуры для воплощения в свою работу, то это все сразу скопировал и т.д. и т.п. Это просто глупо. Все чем-то вдохновляются, но это не делает элементы мифов чьей-то собственностью. Табата очень хорошо вписал магатамы в способности Рю. Эти элементы очень тесно связаны с душой, и в ту же очередь он представил будущего Сёгуна как дракона, мифологического существа, который стремится отбросить все мирское и двигаться к духовному. И я считаю эту тему закрытой, и если кому-то и хочется что-то доказать, то сначала нужно было хотя бы немного разобраться в этом вопросе. Даже само Наруто Вики пишет, что Томоя — это одна из форм магатам. Мне потребовалось всего минута на поиск этой информации, так что это совсем не трудно было сделать. Давайте тогда вернемся к главе. Для того, чтобы наверняка победить пятиглавого дракона, который долгие годы отравлял землю страны Хина, то бишь Солнца, Рю нужна была антимагия и Тенгенцу, который позволял ему видеть все, что происходит в настоящий момент. Слово «настоящий» было взято в скобки, давая нам понять, что это далеко не единственная способность этого глаза. И если вы хотите отдельный ролик с разбором всех способностей Тенгенцу, тогда пишите об этом в комментариях. Осмотрев дракона, Рюда заявил, что единственная их возможность
возможность уничтожить этого монстра — это срубить все 5 голов одним махом. А для того, чтобы достичь желаемого будущего, Сёгуну нужно было грамотно скоординировать своих воинов и дать им нужные указания. С помощью Йодзюцу Фудзио, яростная песня поддержки бойца, вся драконья семерка получила усиление способностей, а также это дало возможность Рю донести его слова каждому из мастеров, чтобы скоординировать их движения. Буддиста и девочку Молнию он направил в центр города. Джоза приказал скрыться на главной дороге и ждать указаний. Мушуга, железного воина, он попросил отразить надвигающуюся на него голову в обратную сторону. Дайземону приказал поднять правую башку вверх, а Имари сдвинуть драконью шею назад. Кагурадзаку, которая в этот момент яростно щемила противника, попросил удержать цель на некоторое время в том же положении, после чего и настало время Джоза, которому нужно было также подкинуть близлежащую башку вверх. Однако с ним случился некий конфуз. Ранее полученные ранения оказались серьезнее, чем ожидалось, и он не успевал достигнуть цели вовремя. И прежде чем Рю успел это заметить, дракон был готов нанести ему фатальное увечье. Но тут врывается Ичика, которая явно еще не отошла от психологического шока, но в ту же очередь она не хотела позволить погибнуть своему товарищу. Поэтому, сметая сомнения прочь, сконцентрировавшись, используя Z10, она отражает последнюю голову дракона вверх, после чего дает сигнал Асте. И тот сметает головы противников чертям собачьим одним махом с помощью финальной атаки Z10. По словам Рю, атака этого паренька растекла даже сами небеса, пролив наконец свет солнца на страну Хина. Немногие, думаю, смогли заметить, но Астер сменил катану на меч убийцы демона, что приятно, а то в последнее время использовалась только катана. Голова хоть и короткая, но какая же она сочная. Увидеть глаз Рю, да еще и в работе, чего только стоит. Тенгенцу, скорее всего, никак не связан с демоном, так как в противном случае он бы имел совершенно другой вид. Предположу, что глаз, полученный Рюда, это остаточная сила небесной девы, которая в былые времена усмирила дракона, ибо магатамы в глазу и вокруг него имеют связь с душой, а врата Тори, которые запечатали пятиголового дракона, в свою очередь связаны с духовным миром. Так что все указывает на то, что это была именно сила небесной девы. А самое удивительное, что Тенгенцу получил именно Рюда, имя которого переводится как дракон, и именно он помог сокрушить дракона. Что это как непредначертанная судьба, ведь совпадением это сложно было назвать. 352 глава объяснила нам, почему Аста тогда так сильно впал в ступор, когда дракон, несмотря на антимагию, восстал, как будто ничего и не было. Все дело было в том, что он был на пределе после интенсивных тренировок, а Йодзюцу Фудзио хоть и придавало ему силу, но это был временный эффект, а минимальное лечение никак не сравнивалось с Йодзюцу Микурии. На этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.